Привет, ребята, и у нас сегодня очень необычное видео. Да, я сегодня буду играть в игру на мобильном телефоне, ну а почему нет? Выходит очень много интересных проектов, и их пропускать тоже не хочется. К тому же игра по чужим, я люблю чужих, и это вроде бы не какая-то там Candy Crush. Нам, конечно, обещали какой-то серьезный продукт, его тизерили, но вместо этого вышел мобильный клон 5 ночей у Фредди, но тем не менее, давайте все равно в него поиграем. Я уже прошел несколько уровней, поэтому мне есть что вам о ней рассказать. Как мы видим, сейчас я, наверное, буду жертвовать своим временем, потому что на прохождение каждой миссии дается определенное время. Если вы не успели, то вы проиграли. Вот у нас тут контрольная панель, и вот две вентиляционные шахты, из которых может появиться чужой, поэтому к этому нужно прислушиваться. И также карта, на которой, собственно, и происходит основное действие. Тут у нас есть датчики движения, чтобы понимать, где чужой, камеры, чтобы его выслеживать. И помимо этого у нас еще есть двери, которые можно закрывать, чтобы чужой не съел экипаж. Да, тут есть экипаж, за которым мы должны следить. Мы его направляем, чтобы он за нас делал какие-то вещи, чтобы мы вместе выбрались из этого ада. И что мне понравилось, команда может умереть. И здесь чужой, и он, скорее всего, вот мы видим, он красной точечкой отображается здесь. Выходи и иди туда скорее только. Давай, я дверь закрыл, не переживай, чужой тебя там не скушает. Так вот, люди могут умереть. То есть, если вот сейчас чужой ее обнаружит и скушает, то все, она мертва, и дальше ее по игре не будет. И, разумеется, когда останется последний человек, если его будут съедать, игра будет заканчиваться. Но, тем не менее, хотя бы одного, по идее, мы спасти должны суметь. Так, что now? Что ты говоришь now? И сразу могу сказать, что в целом мне не очень нравится управление в этой игре, потому что тут очень много, так сказать, вещей, за которыми нужно следить. Камеры расположены неудобно, их нельзя регулировать, и, собственно, тоже на сенсорном экранчике не всегда получается. Пожалуйста, спрячься! Спрячься, я тебя прошу, не умирай, не умирай! Дверь закроем! Блин, не успел закрыть дверь, и умер, к сожалению, у нас Торнкрофт. Но я, наверное, эту миссию пройду. Помоги нам. Сата, извини, но ты осталась одна, но, по идее, ты должна выбраться точно, потому что, как я говорил, если люди погибают, то они погибают навсегда, а если умирают все, то все, пока. Также, вот вы видите, мы можем давать им команды: стой, спрячься, иди скорее. И вот мы их на вот эти вот маркеры направляем. Тут и цели, которые нам нужно пройти. Сата, пожалуйста, иди скорее, потому что чужой непредсказуемый, он может тебя скушать. Также у нас есть уровень энергии. Тут не как в 5 ночах у Фредди, энергия не заканчивается, но ее ресурс ограничен. То есть мы не можем все одновременно включить. То есть мы можем лишь закрыть какие-то двери. Вот если бы там я успел... Я бы мог закрыть двери прямо перед чужим. И давай-ка ты спрячься тоже. Вот я перед ним здесь не могу закрыть дверь. Вот тут, если получится. А я, наверное, ее подставил. Погибли все, кроме Рипли. Получил я достижение. Отлично. Экипаж погиб. Начать уровень заново. То есть, если бы один человек хотя бы остался, было бы уже попроще. У меня не получилось всех спасти. Какие-то они тут медленные, и чужой тут какой-то сильно умный сейчас. Ну, в общем-то, и весь геймплей. Следите по камерам за чужим, если у вас получится это сделать. Вот сейчас он попался, но проблема в том, что он ходит не только вот по карте, еще вот тут есть вентиляционные шахты, он по ним может пролазить. И мы не всегда можем мониторить, где же он сейчас находится. Это тоже немножечко неудобно, потому что камеры нельзя развернуть. Ничего нельзя с этим поделать, и поэтому приходится как-то угадывать, где он сейчас будет, и где он появится, и все такое прочее. Но, в принципе, интересно играть. Как у меня получалось проходить прошлые уровни, я просто доходил до момента, когда я знал примерно, какие цели будут следующие после выполнения основной. Так, я не буду... В смысле? Open this door. Ну, давайте, проходите, ребята. Только давайте вы все попрячетесь, потому что чужой, скорее всего, здесь. И, конечно, для того, чтобы цель, мне сначала нужно найти определенную ферму, которая вот. Ну, давайте попробуем пройти этот уровень. Выходи, наверное, Сато. И давай-ка ты, наверное, передвигайся сюда. Почему? Так, тогда... Так, понятно. Сата у нас умерла. Только где он был? Датчик движения ничего не показывал. Он в вентиляции, походу, был. Отлично, вот он где. Он здесь где-то. Вот он сейчас с этого коридора выйдет.
Ну, в общем, как я говорил, тут не очень удобно смотреть. Вот это, конечно, интересная фишка, что здесь есть экипаж, но в «Пяти ночах у Фредди» были лишь вы, и вам нужно было следить за собой, во всяком случае, в первой части точно. А здесь мало того, что чужой может к вам ворваться сюда, так еще и за этими людьми следить, и на этих камерах, которые нельзя развернуть, ну, это не самое интересное, так сказать, занятие. Проходить игру можно, и в какой-то момент оно все равно становится интересно. Особенно, когда остается мало времени, они медленно идут, и еще боятся чужого, потому что он там где-то крадется. Тоже добавляет какой-то свой интерес. И спрячься, пожалуйста, Торнкрафт, но походу чужой пробирается ко мне. Да. А, не успел! И все, я съеден чужим. Ну, собственно, вот так вот выглядит Alien Blackout на мобильных телефонах. Не могу ее рекомендовать людям, которые хотят ее приобрести просто, чтобы скоротать время, пока едут на работу или на учебу, потому что в нее нужно погрузиться, в нее нужно долго играть, и нужно прислушиваться и быть внимательным. Просто так это дело не прокатит. Но если вы погрузитесь, начнете играть, то вы действительно будете напряжены, вам действительно будет страшно, хотя вы играете на телефоне, но чувство страха за команду, за себя, за то, что чужой на вас нападет, у вас точно будет. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии, и дайте знать, если вам нравится такой тип контента. Будем делать его почаще. Увидимся, пока. А, не успел!